Привет! В эфире рубрика «Разбор полетов». И в этом видео я покажу разбор полета, когда самолет упал по каким-то непонятным причинам. Я вывел на графиках Death Roll и высоту в метрах. Как видно вот на этом участке полета, самолет должен был выйти на последнюю точку полета, там выкинуть парашют и приземлиться, упасть на парашюте. Но вместо этого он закрутился вокруг оси и начал снижение, и в конце концов упал. Сейчас я не буду переходить сразу к выводу, потому что я сам не пришел сразу же к этому выводу, а покажу, что я вообще смотрел. Для начала я, как всегда, смотрю вибрации. И вывожу график клип 0.1.2.3. Как видно, клиппинг везде по нулям, что означает вибрации приемлемые, но для уточнения можно вывести графики вибраций. Как видно, вибрации, в принципе, в пределах нормы, там в районе 3 находятся, что не критично, абсолютно. Видно, что в конце вибрации как-то маленько подросли, стали по-другому себя вести. Но на этот график я наложу еще C-Tune Throttle Out. Скорее всего, просто газ был 100%, и поэтому вибрации и возросли. Да, вот да, точно, то есть газ поднялся до 100%, и поэтому вибрации, соответственно, возросли. Но проблема, конечно же, не в этом. А проблема оказалась вот в чем. Использовался данный полетный контроллер FixHack, который имеет свою особенность, в отличие от всяких Матеков и других дешевых полетных контроллеров. Он мониторит напряжение на серворейке. То есть то напряжение, которое вы подаете на сервы, он может мониторить. И он намониторил следующее. Я выведу график Power и V-серво. Что на нем видно? На нем видно, что напряжение сначала повысилось до 5,6 примерно, да, даже 5,7, а потом упало до нуля. Естественно, сервы отключились, и самолет закружился и начал плавное снижение. Ну как плавное, не совсем плавное, конечно, но снижение. И до контакта с землей. Вот, таким образом можно сделать вывод, что самолет упал из-за того, что пропало питание на серворейке. И сервы просто перестали работать. Почему это произошло, конечно, тема отдельного разговора, отдельного видео, и, скорее всего, его не будет. И, скорее всего, мы не узнаем, почему это произошло, потому что бег использовался довольно-таки приличный, Hobby Wing на 10 ампер. Постоянного тока, 20 ампер импульсного тока. После падения бег работал в штатном режиме, то есть он не сгорел. Кнопка тоже вроде как там надежная, не могла повлиять на повышение и пропажу тока, напряжения. Вот, поэтому что произошло, остается только гадать. Но факт остается фактом, что пропало напряжение на сервах и самолет упал. Почему? Нужно разбираться уже на месте. По логам этого уже не выяснить. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я, конечно, могу ошибаться. На этом с разбором данного лога все. Если вопросы есть, пишите в комментариях, вопросы, предложения и так далее. Спасибо за лайк, подписку, колокольчик. Пока-пока.